Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о павлинах. Что мы знаем о них? Ну, то, что эта птица красивая, все знают. Павлин переливается всеми цветами радуги, а как только он раскрывает свой хвост, все вокруг меркнет. Чудеса. Еще по слухам, птичка умеет петь, но, как замечено, не часто. А когда все-таки споет, уши сворачиваются в трубочку. Еще они живут во дворцах, в золотых клетках, и для поддержания такой красоты, возможно, едят цветную, необычную еду. Вот, пожалуй, и все. Но так ли это? И для этого здесь и сейчас мы и поговорим об этой удивительной птице поподробнее. Поехали! На самом деле павлины – это группа птиц из семейства фазановых отряда курообразных. Семейство фазановых приличное. Помимо фазанов в этом семействе трагопаны, моналы, кундыки, из более известных тетерева, глухари, индюки, перепела и куропатки. О фазанах был разговор. О глухарях и тетеревах мы обязательно поговорим в следующих выпусках. А сегодня у нас павлины. Триба павлинов или группа небольшая и включает аргусов, конголезских или африканских павлинов, зеленых павлинов и обыкновенных или индийских павлинов. И раз их немного, давайте на всех посмотрим повнимательнее. И начнем мы с аргусов. У аргусов два рода – хохлатые и обыкновенные аргусы или большие. И, пожалуй, главная отличительная черта между ними – это великолепный хохолок или корона, состоящая из удлиненных перьев, которые самцы поднимают и расправляют во время брачных ритуалов. Действительно, это крупные птицы. Самцы могут достигать длину до 2 метров, включая длинные хвостовые и кроющие перья. Эти перья имеют сложные узоры и могут быть расправлены в виде веера. Окраска оперения в основном коричневая, с многочисленными пятнышками и глазками. Самки аргусов значительно мельче и менее красочны. Аргусы обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии и на острове Суматра. Они предпочитают густые леса, где могут скрываться от хищников. Птицы ведут наземный образ жизни и редко взлетают на большие высоты, предпочитая передвигаться по земле в поисках пищи, которая включает фрукты, насекомых и мелких животных. Обыкновенные павлины. Эту разновидность еще называют индийской или синей. Эти птички предпочитают влажный тропический климат. Их можно встретить в регионах Пакистана, Индии, Непала, а также на острове Шри-Ланка. Синие павлины любят селиться на холмах, густых непроходимых лесах, зарослях кустарника. Ну и понятное дело, что выглядит индийский павлин очень красиво. С детства мы знаем, что самая красивая часть павлина – это хвост. Птица действительно гордится этой частью тела, раскрывая ее для обозрения в моменты, когда хочет произвести впечатление. Но не каждый знает, что перья, которыми все привыкли восхищаться, не имеют к хвосту никакого отношения. Настоящий павлиний хвост маленький и аккуратный. Он прячется позади огромного разноцветного веера больших перьев, традиционно воспринимаемых как хвостовые. Этот атрибут лоска есть только у самцов. Самочки прекрасно обходятся без него. На перьях круглые узоры в виде глазков зеленого, голубого и золотого цвета. Голова и грудь синие, низ туловища черный. Глаза крупные в ореоле радужных черных оттенков. На голове синий хохолок, напоминающих корону с бубенчиками. Длинная изящная шея помогает павлинам держать ту благородную осанку, которой так славятся эти птицы. Кстати, слово «павлин» – общее определение птиц. Точнее, оно относится к самцу. Павлин женского рода получил название пава. Между ними существуют четкие и видимые отличия. И пава смотрится скромнее. У нее нет длинного хвоста, она красива по-своему. У нее маленькая изящная головка с серой короной и яркие глаза. Отличается спокойным нравом. Ходит с достоинством. Не зря существует выражение «ходит как пава». Мудрая природа не дала ей яркого пышного оперения. Она и не должна выглядеть пестро. Предназначение самочки павлина – воспитать и вырастить потомство, оберегать его от хищников. А яркое оперение сделало бы ее слишком уязвимой для естественных врагов – леопардов и тигров. Вполне возможно, пестрый окрас самца павлина является способом обратить на себя внимание хищника и защитить ее и будущее потомство. Действительно, самочки
Самочки павлинов, несмотря на свою серую внешность, романтичны и одновременно расчетливы. Они реагируют на красивые хвосты, даже песни им не так интересны, а вот хвост подавай чем больше, тем лучше, совсем не задумываясь, каково павлину-самцу жить с таким хвостом. И как павлин умудряется выживать с таким-то хвостищем? Да очень просто. Для начала хвост у павлина вырастает только к 3 годам. До этого времени хвост у павлинов вообще-то короткий. Совсем не исключено, что в начале становления бывали необычные мутации, при которых хвост вырастал у совсем молодого павлинчика. Однако такие молодые не выживали успешно. В целом павлины пугливы, как и все куриные и фазановые. Они быстро бегают меж веток и умеют затихариться. Заодно умеют долбить змей, и на деле довольно всеядные зверьки. Им не только травушка и зернышки сгодятся. В случае чего они и ящерку сожрут. Это не воробушки или трясогузки. Так что их стратегия проста. Рождаемся серыми, тихоримся и учимся выживать. В 3 года привлекательный хвост. Тут же гарем. Минимум 30 яиц, столько же птенцов, и они-то серенькие и не ахти заметные. А самка и птенцы до предела похожи на листву. Значит, такие выживали. Ведь в вечно зеленых лесах и регионах листва на земле лежит постоянно. А самец выгоден самочке не просто как красавец. Он отвлекающий маневр. С одной стороны, самка плодится от как можно более хвостатых. Но чем хвостатей Павлуша, тем он все-таки заметней для лесной кисоньки и тому подобного зверя. А это что значит? А то, что в случае нападения киса будет атаковать кого? Точно, она будет кидаться на самого яркого и визуально самого крупного и не быстрого. И даже если она съест Павлушу, ухватив таки беднягу за хвост, да и ладно. Главное успеть вывести птенцов. Самка без него справится и с кладкой, и с выкармливанием. Так что длинные перья, как результат полового отбора, это вполне успешная стратегия. Самцы привлекают самочек, при этом становятся первичной мишенью хищников, отвлекая их от самки и птенцов. Так что эта стратегия явно рабочая. Нисколько не уникальная и окупается многократно. Иначе бы не выживали птицы и не успевали бы давать потомство. Также многочисленные орнитологические исследования подтвердили, что движение длинного павлиньего оперения помогает производить звуки, волны недоступные для уха человека, поскольку являются ультразвуковыми. Даже небольшие колебания хвостика при движении птицы могут издавать легкое звучание. Так птицы общаются между собой, предупреждают об опасности, защищаются или наоборот показывают свое расположение. Еще среди обыкновенных павлинов есть более необычный – белый павлин, который живет преимущественно на юге Индии. Белый павлин как невеста. Птицам этого цвета свойственно совершенно особое очарование. Голубые глаза в чисто белом оперении. Белый павлин – это не альбинос, а скорее продукт лицеизма и полностью белый от гребня до хвоста. Плюс благодаря селекционному размножению и мутациям павлины существуют за пределами обычной окраски. Индийских и зеленых павлинов. Другие варианты разведения включают черных, коричневых, желтых и фиолетовых павлинов. Удивительно, но все павлины способны не только изящно шествовать по земле, они неплохо умеют летать. Их полет не слишком продолжительный и высокий, однако при определенных обстоятельствах они могут взлетать и преодолевать относительно приличные дистанции, хотя делают это довольно редко. Чувствуя приближение опасности, они с легкостью взлетают на дерево, где весьма любят проводить свой досуг. Длина тела до 125 см, хвоста до 50, удлиненных, украшенных глазками перьев надхвостья до 1,60 м. Самцы весят около 4 кг, самочки поменьше. Живут птицы в небольших группах-семьях, которые состоят из самца и сразу нескольких самочек. В семьях нет иерархии как таковой, поскольку сплоченность и равенство дает больше шансов выжить. Днем павлины стараются укрыться в зарослях и не выходят на открытые пространства, а ночью птицы поднимаются на деревья, чтобы укрыться от ночных хищников. Сон у павлинов чуткий. Если они услышат даже небольшой шорох, то поднимут на уши всю округу громкими криками. В рационе индийского павлина много растительной и животной пищи. Они не откажутся от ягод, фруктов, мелких ящериц, лягушек, змей и моллюсков. Поэтому при гнездовании эти птицы выбирают зоны, близкие к водоемам и болотам. Тем более, что вода помогает павлинам избавляться от различных паразитов, норовящих укрепиться на их кожном покрове.
Самец, как мы выяснили, становится зрелым в 3 года, а самка уже в 2 года готова к знакомствам. Павлины Пава начинают брачные игры с апреля. Он вальяжно прохаживается мимо приглянувшейся павочки, деловито поглядывает, распускает хвост и начинает пританцовывать. Длится обхаживание минут 20. Если пава увидит его старания, он поворачивается к ней спиной, и она разглядывает его оперение. Орнитологи выяснили, что от количества пятен в виде глазков на распущенном хвосте зависит его успех у павы. Чем их больше, тем вероятнее шансы. Так что последнее слово остается за павой. Иногда самцы дерутся из-за понравившейся избранницы, и она спокойно наблюдает за птичьим боем и ждет победителя. Обустройством жилья занимается пава. Она откладывает 5-7 яиц за раз. Если условия благоприятные, за брачный сезон она может сделать 3 кладки. Выкапывает в земле ямку, устилает ее травой, веточками, пухом, выдерганным из живота и грудки. Высиживает месяц. Будущий папа в это время находится поблизости, выполняет роль охранника, иногда отлучаясь в поисках питания. Птенчики появляются нежные, серенькие, восприимчивые к солнечным лучам и холоду. Растут быстро, через месяц уже прогуливаются с мамой. В 3 месяца становятся самостоятельны. В это время уже можно определить павлина-самца, хотя яркое оперение появляется к 3 годам, к созреванию. А мы переходим к яванским павлинам. Еще их называют гигантские или зеленые павлины. Эти птицы крепко обосновались во Вьетнаме, в Лаосе, в некоторых регионах Таиланда и Китая, а также на острове Ява и в Малайзии. Образ жизни этих птиц не слишком отличается от синих собратьев. Они также предпочитают тропики, болотистые территории, близость к рекам и озерам. Можно увидеть зеленых павлинов в зарослях бамбука, в лиственных и дождевых лесах. Павлины, обитающие на острове Ява, предпочитают лесам горы, поэтому их часто можно увидеть на горных вершинах высотой 2000 метров и более. Эти птицы являются настоящим наказанием для фермеров. Поселившееся семейство павлинов рядом с деревней способно нанести вред урожаю, но местное население не торопится убивать птиц, поскольку павлины предпочитают не только зерновые культуры в рационе, но и различных мелких вредителей, вроде полевок, змей, крысят, лягушек, вредоносных насекомых. Так что пользы от этих созданий гораздо больше, чем вреда. И зеленые павлины являются одними из самых крупных особей среди сородичей. И из названия понятно, что яванские зеленые павлины отличаются от обыкновенных оттенком оперения. Если индийские птицы могут похвастать яркими синими перьями, то гигантские павлины окрашены в зеленые оттенки. Весят эти птицы также больше, чем их собратья. Средний вес взрослой особи доходит порой до 7 килограммов, а длина хвоста достигает 2 метров. С наступлением брачного сезона самцы находят себе 3-4 самочки и становятся более агрессивными. Иногда можно увидеть яростные бои между самцами за пав и территорию. И куда скромнее конголезский павлин, также известный как африканский. Уникальная птица, обитающая исключительно в тропических лесах Центральной Африки, главным образом в Демократической Республике Конго. Этот вид является единственным представителем рода и считается одной из самых загадочных птиц мира из-за своей редкости и труднодоступности среды обитания. Конголезский павлин был впервые описан только в 1936 году американским орнитологом Джеймсом Чапином. Его открытие стало значительным событием, поскольку до этого момента существование павлина в Африке не было документально подтверждено. Чапин, работавший в Американском музее естественной истории, обнаружил первые образцы этого вида в коллекциях местных жителей и позже смог организовать экспедицию для наблюдения за этими птицами в естественной среде. Выглядят африканцы скромнее. Шею самцов украшает насыщенно синие перья и красная кожа, а спину и крылья элегантные темно-зеленые. Да, у него нет затейливого веера на гуске, как у родственников из Евразии. Зато на макушке торчит прическа под кодовым названием «Взрыв на макаронной фабрике». А самочки по традиции маскируются буро-зеленым окрасом, имитируя кучу мха на ножках. Но самое главное отличие между обыкновенным и африканскими павлинами оказалось не внешнее, а внутреннее. Стратегию размножения длиннохвостых красавчиков можно описать как полигамные. Наш же африканский друг – примерный семьянин. Свою цыпочку самец выбирает раз и навсегда.
Вместе парочка строит гнездо среди зарослей и ухаживает за потомством. Пока мамочка высиживает кладку, самец охраняет благоверную детей. Через 28 дней вылупляется несколько цыплят, за которыми чета тоже приглядывает совместно. И павлины, пожалуй, самые красивые птицы отряда курообразных. Люди с древних времен были поражены необыкновенно яркой расцветкой и, конечно, стали их приручать. Эта птица стала известна почти 4000 лет назад. Первые сведения о приручении получены из Индии. Здесь она почитается как национальный символ. На родине павлина его высоко ценят за то, что он предупреждает о приближении тигров, змей и грозы. Считается, что благодаря красоте своего оперения, а рисунок его крыльев, напоминающий многочисленные глаза, в индийской мифологии воспринимался как карта звездного неба. В индийской философии яркая птица считается олицетворением бесконечного многообразия мира. Пестрый павлин как бы напоминает людям, что в этом многообразии, кроме тяжелых моментов жизни, всегда найдется место для кусочка счастья. А с 1963 года является национальной птицей Индии. Во многих местностях Индии павлин считается священной птицей и ставится под покровительство жрецов, а Будда часто изображается верхом на павлине. В течение многих столетий павлин разводится в неволе и упоминается в истории Древнего Египта, Ассирии, Аравии, Вавилона, Рима и Греции. Изначально, конечно же, павлинов содержали из-за красоты самцов, которые считались символом богатства и власти. В X веке до нашей эры обыкновенный павлин был ввезен Соломоном в Палестину, однако историки полагают, что это мог быть и яванский вид. Финикийцы доставляли павлина в Египет и Малую Азию. Армии Александра Македонского многократно завозили павлина среди других трофеев в Европу. В греческой мифологии он является любимой птицей Геры, в святилище которой на острове Самосе он появляется по священной легенде названного храма, впервые на греческой земле. Отсюда павлин распространился по другим странам Запада, а может быть и Передней Азии. Все азиатские названия павлина заимствованы из греческого языка. Павлин упоминается в древнегреческой пьесе «Птицы» Аристофана и в одной из басен Эзопа. Как в Греции, так и у римлян эта птица являлась предметом всеобщего удивления и роскоши и считалась священной, что не мешало, однако, употреблению павлиньего мяса в пищу. Спрос на этих птиц вызвал особую отрасль в сельском хозяйстве, представляющую вначале некоторые трудности. Маленькие острова, окружающие Италию и доставляющие несомненные удобства для разведения птиц, обратились в павлиньи острова, и к концу II века Рим был переполнен ими. Павлинов в Риме было даже больше, чем перепелок, отчего, повествует Антифан, цены на них очень упали. Скорее всего, в Европу эта птица пришла из Рима, а не из Греции или с Востока. Ранние христиане почитали павлина в качестве символа воскрешения Христа. В Китай и Японию павлин попал по меньшей мере в XII веке, когда китайские купцы достигли восточного побережья Малайского полуострова. В Китае в древние времена императоры веером из перьев павлина награждали за заслуги своих подданных. В XIX веке павлины попали на территорию США, благодаря заезжим путешественникам и торговцам. Некоторые одичавшие потомки тех самых первых птиц и сегодня бродят в Калифорнии, Флориде и на Гавайских островах. Также при помощи человека павлины попали в Австралию, а из Австралии птицы смогли перебраться и на территорию Новой Зеландии. Еще павлин за счет своей величественности и красоты является рекордсменом по упоминаниям в мифах, сказках, религиозных писаниях. Его называют райской птицей или королевской. В средневековой Европе перо ценилось знатными дамами и являлось атрибутом шлемов и шляп средневековых рыцарей. Мясо павлинов считалось деликатесом. Блюда из него подавались на столы во время пиров и как показатель богатства. Кстати, на Руси к царскому столу подавали не только куриц и рябчиков, но и павлинов. В России к павлинам сложилось совсем иное отношение из-за того, что разводить их могли только богатые люди. Поэтому павлин стал символом надменности и спеси. Выражение «распустил хвост как павлин» приобрело значение не только ухаживания, но и тщеславия, напускной гордости. Эти птицы ассоциируются с излишней самовлюбленностью и нарциссизмом. Этим именем люди называли эгоистичных, зацикленных на себе и собственной внешности людей. В Московской области на гербе города Серпухов красуется павлин, а в 18 веке большое количество находилось на территории монастырей, где занимались их разведением. Павлин стал прототипом жар-птицы в русских сказках. Именно ее нашел герой Иван Царевич, клюющий райские яблочки.
И кого только помимо людей сами люди не сравнивали или не называли павлинами. Есть и павлиний рак-богомол, и павлиний голубь, и павлинья камбала, и даже паук-павлин из группы пауков-прыгунов. Кстати, о них есть отдельные видео на канале. Ну а сами павлины в неволе легко освоились. Средняя продолжительность жизни увеличилась с 20 лет в диких условиях до иногда 40 лет рядом с людьми. И на сегодняшний день в мире практически не осталось территорий, на которых не обитают одомашненные породы павлинов. Они уже успели прижиться благодаря человеку и в Норвегии, и в Канаде, и в Ирландии, и других, казалось бы, слишком холодных для птиц регионов. Одомашненных павлинов можно найти практически в любой точке планеты, кроме Антарктиды. И если раньше разводить павлинов мог позволить себе только дворянин, то на данный момент было бы желание. Да и завести себе красивую птицу можно вне зависимости от места жительства. И существуют хозяйства, в которых разведение и содержание павлинов даже приносит доход. Есть, конечно, свои плюсы и минусы. Например, по сравнению с цыплятами растут павлинята медленнее. Яиц павы несут мало. Мясо вкусное, но не у каждого поднимется рука убить такую красоту. А чего стоит приставание всех друзей, соседей, знакомых и совсем чужих людей, уговаривающих выдрать пару-тройку перышек из хвоста. Тут ни павлинов, ни нервов никаких не хватит. Да и соседи постоянно будут спрашивать по сезону, что это за кошачьи концерты во дворе. Есть еще много интересных моментов. В первую зиму молодых павлинят содержат при температуре не ниже 10 градусов. В первый год их надхвостье покрыто серыми в черных полосочках перьями. Нарядная синяя шейка бывает в это время только у самца. Хохолки на голове вырастают у обоих полов. Звуки молодняк издает довольно приятные, свистят почти по-снегириному. Чего не скажешь о взрослых павлинах. Первые несколько дней павлиняты сидят тихо, спокойно. Но через 3-4 недели за шустрыми птенчиками нужен глаз да глаз. Взлетают уже играючи. Куда только не попадают, и в заросли крапивы, и за дрова, и еще в сотни таких мест, причем выуживать их оттуда приходится хозяину. Павлинихе матери в голову не придет искать из-за такой глупости павлинят. Еще до наступления весны молодые самцы начинают драки. Да такие, что просто перья летят. Каждому хочется верховодить. Однако перья выпадают и сами по себе. В конце августа-сентября павлины лишаются всего надхвостья. При вольном содержании птиц во дворе приходится подрезать у них первостепенные маховые перья на одном крыле и обносить двор забором 2-метровой высоты, чтобы не улетели. Во вторую зиму у павлинов в надхвостье растут перья уже с прозеленью, правда пока без глазков. Зеленых перьев немного, остальные же по-прежнему серые в черную полоску. Растут перья всю зиму. В конце лета того же года снова выпадает все надхвостье, и только на третий год можно увидеть те самые романтические глазки, равных которым по красоте у других пернатых нет. Только самец показывает нарядный хвост не тогда, когда хозяину или его гостям хочется, а когда ему самому заблагорассудится. Каждый год нарядные перья с глазками вырастают на 30 сантиметров, значит надо поднимать насест. Самые длинные перья павлины не чистят, просто не могут дотянуться до них. Хорошо хоть при ходьбе поднимают хвост. И пора спаривания у павлинов наступает на третий год, и самки приступают к яйцекладке. Что касается корма, то эти воображалы клюют то же самое, что и куры. Насекомых собирают всех, которые пролезают в их клюв, и роются в земле так же, как и несушки, только изящнее и на большую глубину, ведь ноги-то у них подлиннее. Так что в саду и в огороде эти птицы – стихийное бедствие. Если нарвутся на куст малины смородины с ягодами, то хозяин и не заметит, как плоды его труда исчезнут бесследно. Если еще распускаются почки, то их постигнет та же участь. В общем дворе павлины терроризируют другую домашнюю птицу. Но не все, а отдельных кур, цесарок, уточек. Единственный, к кому они никогда не пристают, это петухи, которые не проще сами налететь на них. А весной из двора с павлинами особо слышны истошно мяукающие крики по утрам и после захода солнца, когда они отходят ко сну. А спать их обычно заносит повыше, на дерево, забор или крышу. И если домашние павлины живут в целом припеваючи, к сожалению, из-за разрушения среды обитания, охоты, численность павлинов в дикой природе сокращается. И защита этих птиц важна не только с точки зрения сохранения биологического разнообразия, но и как дань уважения природе.
И как мы убедились, павлины – это нечто большее, чем просто красивые птицы. Они являются живым примером чудес природы, сочетая в себе красоту, биологическую сложность и культурное значение. Возможно, наблюдая за этими великолепными созданиями, мы не только любуемся их внешностью, но и осознаем наше место в большом и сложном мире природы. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.